Год назад у 35-летней Стефании Смит родился сын по имени Исайя. Когда малыш появился на свет, вся ее жизнь наполнилась любовью и счастьем. Сутки напролет мама и сын проводили вместе, радуясь друг другу и наслаждаясь каждым мгновением. Однако все это длилось недолго. Спустя 3 месяца на коже мальчика появилось пятно, которое превратило их счастливую сказку в настоящий кошмар. Сыпь становилась все больше и больше с каждым днем, и Исайе приходилось сталкиваться с новыми для него запахами, на которые его кожа реагировала болезненно, разрываясь и кровоточа. Врачи пришли к выводу, что у мальчика тяжелая форма экземы. Они прописали малышу топические стероидные мази, от которых Исайе поначалу становилось легче. Однако прошло некоторое время, и сыпь на коже проявилась еще сильнее, чем прежде. Мама прибегала к более сильным препаратам, но история повторялась вновь и вновь. Ее сыну от лекарств становилось только хуже. Ужасная сыпь покрыла все тело малыша, его волосы выпадали, а чувствительность исчезала. Доктора разводили руками. Врачи думали, что это просто экзема, рассказывала Стефания. Все говорили одно и то же. Один из докторов даже сказал, что я отравляю сына своим молоком и должна немедленно прекратить его кормить. Прошло 5 месяцев, и у Исайи случился приступ. Кожа начала разрываться глубоко изнутри. Скорая увезла мальчика в госпиталь, где его лечили сильными стероидами. Мази дали результат, но через 2 дня приступ вернулся с новой силой. Чтобы избежать инфекции, Стефания регулярно обертывала своего малыша медицинскими бинтами. Даже его пальчики, которыми он мог почесать себя во время сна, должны были быть полностью закрыты. Исайе становилось лучше только в воде. Дни напролет мама проводила с малышом в ванной, пока тот лежал в раковине. Только там ее сын не плакал. Каждый раз, когда мы касались друг друга, его кожа начинала вскрываться изнутри. Я не могла приложить его щеку к своей. Я не могла даже обнять его без всех этих бинтов, рассказывала Стефания. Ему все время было больно, он кричал. Я все время плакала. Он выглядел так, как будто у него не было кожи. Боль была невыносимой все время. Однажды, совсем отчаявшись, я молила Господа о том, чтобы он дал моему сыну другую жизнь. Врачи прямо говорили, что ничем больше не могут помочь. Боль вылилась в отчаяние, слезы не сходили с глаз. Стефания не знала, существует ли хоть какая-то возможность спасти сына. Немного позже она зашла на форум в интернете, где случайно наткнулась на фотографии детей, имеющих проблемы с кожей. Они обсуждали стероиды. Их побочные эффекты могут сделать сыпь еще сильнее, если ты прекратишь их принимать. Стефания решила отказаться от стероидного лечения сына и начала делать собственные лосьоны и мази. Сочетание лимонной травы и цинка сработало лучше всего. Вскоре на теле Исайи начали появляться пятна, свободные от воспаления. Спустя 10 месяцев после отказа от стероидных мазей кожа малыша снова вернулась к норме. Нас осматривали 35 докторов. Они все думали, что это экзема. Сейчас я очень хочу показать им фотографии, на которых Исайя полностью здоров. Самое главное, что мальчик, к которому когда-то никто не мог прикоснуться, теперь может весело играть с другими детьми. Мы потеряли целый год. Целый год я не могла поцеловать его, прикоснуться к нему. Сейчас мы постоянно обнимаем его всей семьей. Ему так нравится. Стефания поделилась своим опытом, чтобы помочь другим. Она, как никто другой, понимает боль женщин, чьи дети вынуждены бесконечно страдать. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.